Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, у меня остался один невыполненный челлендж от заказчика Беннисона. Это 14 уровень. Тут есть, я вижу, аптечка, есть коса. Да ну, в принципе, здесь обалденные реликвии. Типа есть хаотичный договор, двойные мобы, обратка времени, реликвия талантов. И тут, на самом деле, еще и легендарки бомбезные. Поэтому попробуем сегодня выполнить этот челлендж, взять 14 уровень. И надеюсь, у меня все получится. Поэтому, ребят, держим за меня кулачки, ставим свой лайк, подписываемся, кто не подписался до сих пор, подписываемся на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Ой, я как-то немножко неправильно начал, короче. Ну, всем приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее. Всем хорошего дня и, соответственно, приятного аппетита. Во. Я сказал наоборот, ну ладно, ничего страшного, думаю. Так, смотрите, тут есть еще и импреска, и на самом деле я не хочу Рок Войны скипать. Рок Войны это важный предмет, ну, блин, не факт, что я буду ее использовать. И, кстати, если что, эту игру я играю вместе с Марком, Марк на новом аккаунте. У него там небольшой ранг, все такое. Кстати, и он еще начал стримить на Твиче, поэтому кому интересно... В комментариях будет закрепленная ссылочка на его Twitch канал. Не знаю, стримит только он авточес или что-то еще, ну там уже разберетесь, как бы, да. Вот. Но в данный момент он стримит на Твиче. Еще, кстати, в комментариях просили, типа, реализуй, Саня, пандочку какую-нибудь. Там хитреца, генерала. Но просили в основном генерала, типа, сделать через кулон магии плюс посох третьего тира. И на самом деле... Хочу попробовать это сделать, поставить, если что, 9 магов, если это понадобится. Потому что, ну, на самом деле... Не вижу смысла от 9 магов, потому что сам генерал станет на очень много времени с минимальным КД, и там он может спокойно держать в вечном стане. Просто богов ему поставь, и он там вообще будет разрывать. Вот. Вот. Что-то еще... по поводу шахматной доски. Много людей написало о том, что, типа, Саня, вообще плевать на этот звук, мы его особо, в принципе, и не слышим. Типа, не раздражает и всякое такое. А второй подписчик, ну, там много кто писал вообще в целом, но я так буду говорить, первое мнение, второе мнение. Писали о том, что, типа, просто меня раз в месяц шахматную доску и все, и не парься. Ну, в принципе, я к этому как бы и склоняюсь. У меня есть несколько видов шахматных досок, и, в принципе, буду их просто чередовать. И все, в принципе. Вот. Скажем так, будем немножко менять визуал, чтобы хоть как-то освежался контент. У меня будет освежаться контент чаще, чем у авточес выходят обновления глобальные. Так, ну я надеюсь, что мне панда начнет приносить хоть что-нибудь, кроме боли и разочарования, и кроме болтов на 28. Вот. Ну, блин, тут, конечно, у моих противников столы я уже смотрю хорошие. Там Тинкер в 2 звезды утепочком. Такое заряженное. Ну, чисто дефолтная каточка. Еще в комментариях начали писать о том, что типа, какой Марк утяжелитель? Что-то, сколько роликов выходило, не видел, чтобы Марк был прям жестким утяжелителем. Тут я, кстати, беру, если что, талант на поражение. Потому что я не верю в свой стол сейчас, он у меня очень слабый. Ну, типа, посмотрите на него. Он пахнет бедностью. Прям пахнет. Запах прям идет хороший такой. Вот. И писали по поводу того, что, типа, Марк вообще ни в одном, типа, ни в одной записи не выиграл. Хотя, на самом деле, на канале были ролики, где мы с ним 1 на 1 оставались, где он первое место занимал. Просто тут, понимаете, как повезет. Если каточка потная, и я захожу в топ-3, в топ-2, то, соответственно, я ее выложу. Но если каточка не потная, такая, знаете, ну вообще не конкурентная, даже конкурентностью не пахнет, ну, смысл ее выкладывать? Она будет неинтересная, и все, в принципе. Ну, думаю, тут вы меня прекрасно поймете. Мало кому будет нравиться смотреть на то, что как я там в топ-5, в топ-6 отлечу, и буду сидеть смотреть, не, ну, в принципе, нормально. Кстати, еще почитал комментарий о том, что, типа, вот эта вот футболочка, которая сейчас на мне, она с основания канала, это прикиньте, сколько ей лет уже. Вызывает ностальгию. Скажем так, это моя самая счастливая футболочка. И для игры, и просто так. Топовая футболка. Приносит удачу. Надеюсь, и в этой игре она принесет удачу, а не более разочарования. Вообще, знаете, у меня... очень жесткое мнение по поводу того, что они сделали за 14 уровень. Точнее, за 16. Но разработчики вообще в свою игру как бы не шарят, они даже сами не могут. Ну на самом деле, типа, ну что такого? Возьми, попробуй зайти в игру и попробуй сам сделать себе 16 уровень. И посмотрим, как у тебя это получится. А потом уже корректируйте какие-то там цифры и тому подобное. Как я и сказал ранее, нужно вернуть старые значения на 11 и 12 уровень, раз вы сделали 16. Ну зачем делать по 64 опыта на 11 и на 12? Бред.
Оу май гарбл. Скилл обнаружен. Ребятки, скилл обнаружен. Ну все. Маршрут, походу, будет перестроен. Смотрите, у меня выпал сейчас дизраптор. 7-й раунд. Мне упала легендарная фигура. Еще и надпись I'm fine. Жесть, конечно. На самом деле у меня сейчас фигура будет плохо перевоплощаться на шаманах, но я думаю, это будет лучше, нежели у меня сейчас такие шаманы будут стоять. Ну, чисто. Ладно, сейчас поговорим еще за шаманов. Ну, нормально мне фартануло, нормально. Мне нравится. Я, в принципе, доволен. Хорошо-то как. Мне все нравится. Скилл продемонстрирован. Давно мне панда легендарку не приносила. Очень давно мне легендарка не приносила. Панда. Очень давно. Фу ты. Очень давно мне легендарку не приносила панда. Вот так правильно. А то я шут... Ой, короче. Походу маршрут будет перестроен, и я буду здесь играть на шаманах. Скорее всего. Не знаю. Посмотрим, как дальше будет идти. Если будет идти хорошо, то, соответственно, перестраиваться не буду. Но если будет дальше идти плохо, то играем на шаманах. Мне там как раз в чате Телеграма доказывают о том, что типа шаманы это полная дичь, не метовая сборка, очень слабая. И типа вообще на ней выиграть почти нереально. Ну, надо миф этот развеять, правильно? Поэтому будем развеивать сейчас миф. Так, по поводу шаманов, как они работают, кто вдруг не знает. Если у вас есть какой-либо активный предмет, самое важное, активный предмет, там, например, у вас есть там кольцо первого тира, там, второго тира, который талисман возврата, который урон возвращает, короче, любой активный предмет триггерит шаманов, они начинают перевоплощаться, 2 секунды у них длится перевоплощение, и это перевоплощение можно, соответственно, сбить любым станом, любым обледенением, любым контролем. По-моему, обездвиж тоже сейчас в текущем патче работает. Они поправили, что в обездвиже, по-моему, они тоже перевоплощаться не могут. Но это не точно. Если что, в комментариях меня поправьте. Но суть вы поняли. После активации любого предмета они перевоплощаются. Либо же после активации своей способности начинают тоже перевоплощаться. Перевоплощаются они на плюс 2 монетки от цены продажи. То есть... Вот у меня Гидара Шаман 5 монет стоит, он может перевоплотиться, соответственно, в фигуру за 7 монет, которая будет стоить по цене продажи. И важный момент, это зависит от вашего уровня. То есть, если вот как у меня сейчас 5 уровень, выше, чем по цене продажи за 5 монет, они перевоплотиться не могут. Ну, такая вот механика. И на самом деле это круто. Круто, потому что это балансит игру. Ну, как? Нормально балансит, короче. Не буду прям скептически здесь говорить что-либо, но нормально балансит игру. Вот. Вот и все. Вот и все, как бы. Хочу найти клевер. Понял, спасибо. Броня. Понял. Окей. Буду жить дольше. Чел на первом месте там, конечно, тоже большой. Я бы даже сказал гигантский. Ладно. Вот. Потом, если вы собираетесь энергию 6 шаманов, механика остается точно такой же, то есть после активации способности, либо, соответственно, предмета активного. Кстати, клевер выпал. Обалдеть. Ох, как хорошо. И двойные мобы есть. Не знаю, я двойных мобов хочу, если что, взять. Если что, то реально хочется взять двойные мобы. Не знаю, я, наверное, агро скипну, он мне не нужен. Типа... Сейчас объясню, почему. До шамана, за шаманов закончу, а потом уже объясню, почему я не хочу именно ставить по типу там Киры, древних, Горн и тому подобное. Но тот Горн мне никак не поменять, потому что это шаман, и он очень сильный, он плотный, и перевоплощаться будет хорошо. Вот. По поводу 6 шаманов. Когда они перевоплощаются, то ваши предметы вырастают на 2 тира. Единственный минус. У шаманов очень много предметов, которые не работают. То есть по типу волшебного зеркала, некромикон, который не спавнит зомбарей с нулевой секунды и тому подобное. То есть сам некромикон, он работает. Да, допустим, если вам выпадет мишка, ну, перевоплотиться, и у вас есть некрат, у вас будет 2 мишки. Но вот почему они сделали, что много предметов не активируется после перевоплощения, вот это вот, как по мне, это лютый бред. Ну, шаманами и так довольно-таки сложно играть, если честно. Да, это легкая сборка, да, но почти спокойно на ней играешь, вообще не паришься ни за что, потому что предметы искать тебе, по сути, не надо.
Но в целом все равно на них сложно играть. Сейчас объясню почему. Вот. Есть еще такой момент, что у шаманов дублируются предметы после перевоплощения. То есть после перевоплощения вам может упасть какой-нибудь бесполезный леон, да, и, соответственно, в нем будет 5 предметов одного вида. То есть 5 мифриловых доспехов, 5 МКБ, 5 рефрешеров. Ну, тоже такой бред. Не знаю, зачем это разработчики сделали, но сделали так сделали. Что еще я могу сказать? Хотя, на самом деле, на месте разработчика бы я бы сделал так, чтобы вообще не было дублирующихся предметов, и все предметы были активны. Да, это было бы сильно, да, это было бы жестко. Но, извините меня, шаманы живут 20 секунд. Любой жесткий керри, который может переживать это все, да, условно, там, играете на воинах, в войнах у вас там есть бессмертие, наследие духа огня, Кераса, просто чтобы долго жить, да, или темпларка под убийцами и тому подобное. То есть что-то долго живет и... Ух ты, винстрик сюда, кстати. Кстати, винстрик, отлично. Жалко, это не коса мне выпала. Вот это, если бы у меня была коса, это было бы вообще сочно. Но косы нет. Вот. 20 секунд они живут, и это на самом деле... Ну, проблема. Проблема, потому что если тебе падают плохие фигуры, плохие предметы, то эти 20 секунд, они очень быстро тают. Очень быстро. Второй момент, это то, что максимальный рандом. Максимальный. То есть у вас может упасть, там, условная спектра, несколько штук, а может выпасть Леон, да, или Эмпрески 5 штук, которые, ну, извините, будут послабее, чем спектра со шмотками. Короче, вот такие вот моменты, они на самом деле бесят. Ну, бредово они сделали насчет этого. Ну, такой вот момент, типа. Я бы на их месте все-таки сделал так, чтобы предметы не дублировались, и все предметы активные работали. Потому что, ну, реально обидно за шаманов немного. Есть много сборок, которые их тупо спокойно могут переживать. Тут, кстати, вот когда вы играете на шаманах, вы можете увидеть, какая есть легендарная фигура в пуле. То есть, как вы увидели, только что Тайд перевоплотился. И вот это означает, что в пуле есть Тайд. Даже если не раскрыта легендарка, типа можешь увидеть, какие легендарки будут по игре. Тоже такой момент, что шаманы это палят. И шаманы перевоплощаются только в те фигуры, которые есть в пуле. Вот, допустим, ну, занежить и если вы заблокируете, допустим, какую-то сборку, синергию через блокиратор, то все равно будут эти фигуры попадаться. Это не работает. Я имею в виду на те фигуры, которые есть в игре. То есть, условно, 10 легендарок есть, все, только в эти 10 легендарок они могут перевоплотиться. И вот тут самый такой важный момент. Нужно прекрасно, ну не прекрасно, а частично понимать, что тебе все-таки будет по игре падать. То есть, от каких легендарок сможешь ты играть на шаманах, когда они перевоплотятся. Если же есть в игре импреска, то на самом деле игра становится намного-намного проще. Намного. Я, кстати, наверное, все-таки двойных мобов возьму. Да, я, наверное, возьму двойных мобов. Я не буду там брать хаотичный договор и тому подобное. Возьму двойных мобов. А выпадет мне на 20-м раунде отмотка времени, то вообще будет жизнь мед. Жизнь будет мед, жизнь будет сказка. Все будет прекрасно. Хочу кучу предметов иметь. Я сейчас с этих мобов получу предметов, кучу денег получу. Но на самом деле сейчас, если мне упадут плохие фигуры после перевоплощения, единственное, что я получу, это болт на 28 и полный набитый рот. Сейчас посмотрим. О, так я тут, смотрите, я тут не один скилловый. Там чел Свена достал. Хорош. Нормально. Не, кстати, хорошие фигуры выпали, кроме Рубика. Все фигуры хорошие, кроме Рубика. Ну, Скорпиончик еще такое себе, но он хотя бы станет. И урончик носит, поэтому пойдет. Угу. Беру неактивный кристалл, потому что хочу найти шапку второго тира. Шапки второго тира, если что, не складываются друг с другом. Тоже имейте это в виду. Работает только одна шапка на героя. Эта шапка, если что, повышает цену продажи героя. Цену продажи героя на одну монетку. Так, сейчас я расстановочку сделаю хорошую. Чтобы горн был посередине. Не знаю, сейчас перевоплотить, точнее переработать этот предмет или попозже переработать. Наверное, сейчас, наверное. А если не упадет хрень какая-то? Ладно, потерпим пока что. Потерпим немножко. Предметы сейчас раскидываю вообще лишь бы как. Я сразу говорю, ребят, то, что на шаманах нет такой, знаете, приоритетности для предметов.
Но я играю на шаманах совершенно иначе. Если у вас, допустим, упал предмет 4 тира Драконий Рог, его мы 100% закидываем в дизраптора, потому что дизраптор дает огромную область сайленса. Огромную область сайленса. О, кстати, меня тут вынесли. Видите, то, о чем я говорил, то что точнее, если фигуры перевоплотятся не очень, то такое себе будет. Ну, не очень приятно. Тут мне винстрик еще сбили. Ну ладно. Вот почему... Вот, ребят, вот. Показываю, по какой причине я не люблю ставить синергии по типу Горна, древних и тому подобное. Потому что почему-то панда приоритетно будет суммонить Горн, древних и тому подобное. Не знаю, с чем это связано. Ну, молния, пойдет. Вот. Как я играю на шаманах? Если есть в игре МПРС-ка, я по-любому начинаю ее керить. То есть я нахожу Рок Войны 1 тира, который увеличивает длительность ее суммона, буду так говорить. Длительность этого суммона. И, соответственно, закидываю ей керри предметы и один предмет для перевоплощения. В идеале, чтобы это были арканцы 3 тира, потому что по области будет плюс 120 маны. И самые сильные шаманы, это когда шаманы кастуют, потому что на самом деле у шаманов хорошие способности. У одного есть таргетный сайленс, точнее хекс. Потом есть стан, это сайленс по области, есть дизраптор с сайленсом. То есть фигуры на самом деле кайфовые. Именно по способностям. А если еще и генерал упал сверху, то там еще и стан сверху от камней идет. И тут важный момент. Если вот, условно, да, приведу пример генерала. Если он убил со своей способности кого-нибудь, он не будет сначала перевоплощаться. Он сначала докастует свои камни, а потом уже будет перевоплощаться. Так, а что у тебя там в Маморе? Он в Мамору закинул БХ, я тебя услышал. Еще играет на охотниках. И вот смотрите. Он играет на охотниках и ставит всех кучно. Ну, вы понимаете, да, к чему я веду? Когда вы играете на охотниках, ребят, не ставьте всех кучно. Ну, куча АУЕ способностей, которые будут лететь в этих охотников. Ну, бред же. Ну, ладно. Что такое? Интересно, почему он решил на охотниках играть? Не знаю, как... Ну, охотников убили в текущем патче вообще. Им добавили какую-то минус броню и 100% встроенная МКБ в тычку, когда вы 6 охотников собираете. Такой бред. Да, там при 9 охотников написано, что дополнительная тычка плюс отталкивание идет. Я не тестировал охотников и как это будет работать. Но я думаю, это будет хреново работать максимально. Надо будет, кстати, как-то зайти в лобби с ботами, поставить себе 3 волшебника, поставить себе охотников и посмотреть, как это будет работать. Потому что там не написано, что есть какая-то вероятность, что дополнительная тычка будет срабатывать. То есть, по идее, это какой-то будет пулемет. Но это все на бумаге, мне кажется, это просто будет дополнительная тычка и все. Не как раньше, знаете, то что охотник может в одну тычку кинуть 10 тычек сверху, потому что каждая дополнительная тычка имеет вероятность срабатывания. Короче, надо будет потестировать, попробовать, посмотреть. Вот еще, кстати, один момент. Если против вас эльфы, эльфы очень долго живут, как мы видим. Много у них уклонения, и из-за этого немного душно становится. Ну да, ну да, ну да. Нужен ли мне вообще хан пока что? Или в уровень лучше идти? Не, ну хана будет приятно в 3 звезды собрать. Все-таки как-никак закастует способность, там станчик раскинет, просто может пожить немножко. Ну хрень какая-то. Я, кстати, буду на 9 уровне ролиться. Хочу найти импресску и поставить 6 шаманов, чтобы мне не было уже так больно. Сейчас кучу денег получу. Бенс. Давайте, только нормальные фигуры, пожалуйста, с шаманов. Нормальные. Адекватные. Ага, импресска в 2 звезды. Понял. О, рыжий лис. Спасибо, хотя бы рыжий лис выпал. На самом деле, если бы мне сейчас рыжий лис не выпал, я бы сдох от мобов. Опа. Коса. Унка. Хорошо. Так, Лину продаем. Ханов продаю тоже, они не нужны.
Можно поставить 4 орка. Баф Лидерия забрать, поставить 4 орка. Ну, в принципе, можно. Сейчас буду ролиться, пытаться найти, соответственно, себе 6 шаманов. Как только найду 6 шаманов, пик силы мой возрастет. Не знаю, может все-таки реально косу сколы взять. Там есть чел, которого винстрик. Если позбиваю винстрик, ну, это будет вкусненько. Вкусненько. Так, Свен 2 звезды появился. Здорово. Но это мне не помогло. Это мне не помогло. Ну ладно, ничего страшного. Терпим, терпим. Чуть-чуть терпим. Так, усиление пошло, хорошо. Кстати, и вот пик силы на 9 уровне раскрывается. Потому что на 9 уровне вы можете спокойно уже ролить себе фигуры. Выставлять их. Потому что у вас 9, и, соответственно, максимальная цена продажи это будет 9 монет. Так, 2 дизраптора. Омник. Ну ладно, так. ЦМ-ку я пока что не хочу продавать, потому что ЦМ-ка это монореген. Тогда шаманы у меня быстрее кастуют. И вот, кстати, особенность шаманов в том, что шаманам нужно 80 маны всего лишь, чтобы кастануть свою способность. Это такая малюсенькая особенность. Сейчас не важно, в ком у меня предметы находятся, потому что у меня нету 6 шаманов. Поэтому мы просто вот так вот как-нибудь расставляемся. Так, это Марк. Помянем Марка, у него 9 хп. Походу он отлетел. Да, помянем. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Прости, Марк. Прости, пожалуйста. Джакира пришел, Темпларочка. Все это мне не надо, дай мне импресску. Импресску дай. Да ты издеваешься. Несколько клеверов запихну сейчас. Пусть будет. Вообще мне надо блинк поискать. Поэтому я сейчас буду рандомить искать блинк. У меня еще что-то горло першить начало. У меня аж голос изменился. Ну что ж такое? Тупо ни с того ни с чего. Так, кто это у нас? Опять эльфы. Не, ну эльфы пока что это проблема. Ну это пока что. Это пока что. На самом деле, когда я 6 шаманов поставлю, игра очень быстро будет заканчиваться. Не знаю, у меня даже, наверное, не получится здесь взять 12, 11. Очень вряд ли что получится. Ну, у меня несколько омников попалось. Класс, да? О, еще и Зев закастил туда, куда не надо. Ну ладно, пока терпим. Пока чуть-чуть терпим. Минус 7. О. Ну все. 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 Можно теперь идти спокойно в уровень. А, кстати, нельзя идти спокойно в уровень, потому что есть проблемка. Такая малюсенькая проблемка. У меня нет активных предметов в импресску. Ладно, сделаем ее пока что полукерри. Хотя не. Вот так вот сделаем. Ее я буду керрить. О, ты духов 2 звезды. Не, ну мне грех жаловаться, у меня тоже сильный стол. У меня очень сильный стол. Вот это у меня свенчик попался. Такой слабенький. Иду в уровень. Хочу ЦМ-очку поставить, чтобы был монореген. Так, ну вампиризм, естественно, дефолтный талант берем. Ничего как бы нового мы не придумываем. Блинк, пожалуйста. Либо... О, блинк. Хорошо. Так, теперь предметы закидываем в нее. Всякие клеверы. Хотя какашку тебе, клевер сюда. Что у нас тут еще есть? Ну, пока ничего. Будет классно, если мне сейчас выпадут арканцы. Это будет идеально. Там, кстати, драконы собрались у типочка. Блин, если честно, я не помню. Маска берсерка
Не ломает перевоплощение. Блин, хочется взять, конечно, предметы. И мифриловый доспех, и шар бездны хочется. Но лучше, наверное, зарандомить и попытать счастье найти себе раконцы. Понял, спасибо. Сейчас, короче, я протестирую. Маску берсерка закину в импресску. И у меня просто есть 2 активных предмета. Я, если честно, не помню. Маска берсерка ломает перевоплощение или не ломает перевоплощение? Потому что маска берсерка, она ж накладывает сайленс. И, кстати, маленькую цветку надо найти, чтобы у меня было 3 импресски с предметами. Что-то я затупил немножечко в этом моменте. Блин, если я заберу у него винстрик, сколько же я опыта получу? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Если маска берсерка ломает перевоплощение, то, соответственно, придется переделать. Мне ее некому будет засунуть. Так, это дракончик. Да, это дракончик пришел ко мне. Да, прикиньте. Импресска не перевоплощается. Это беда. Это беда. Колечко еще упало. Хорошо. Так, Свенчик, а ну-ка дай-ка пару тычек ему. Еще. Хорошо. Так, маску берсерка выкидываем. Дальше идем в уровень. Я, короче, выйду уже так сделаю. Считаю монореген имба. Да, что мне делать с этой маской берсеркой только? Вопросик. Блинк, если что, закинул вот этого вот хекса. Шамана хекс. Ну и надо переделывать, тоже находить еще один блинк. Пусть у меня несколько шаманов перепрыгивают. Тоже блинк. Классная тема для шаманов. Сразу перевоплощайте нужных шаманов. Хотя на самом деле, когда есть арканцы, и у вас хорошие фигуры собрались, ну, большие, то я бы не закидывал блинк. Я бы такой, чтобы они именно делали свой прокаст. Это очень сильно. Кстати, чела, винстрик 13. Заберу или не заберу? Ох, сейчас я сколько опыта получу с него. Ой-ой-ой. Все, ему хана. Давай сюда мой опыт. Давай сюда. Бэмс. Чисто 30 опыта. Здорово. Ну, коса скола это, конечно, лютая имба. Маленькая цветочка. Привет. Тайдуха. Так, ну я омника... Я на самом деле омника буду скипать. Мне тайд больше интересен, чем омник. Кто вдруг не знает, как работает реликвия коса сколы, объясняю. Реликвия коса сколы, если у кого-то есть винстрики, вы его сбиваете, вы получаете x2 опыта от того винстрика, который сбили. Сильный момент на самом деле. А если там у некоторых ребят есть несколько винстриков, чисто ходите, собираете все эти плоды, кайфуете. Я на самом деле удивлен, что чел на вы на шаманах. Оговорочка по Фрейду. Что чел на охотниках вообще на первом месте с винстриком был. Я думал, ему давным-давно собьют этот винстрик. Знаете, было бы прикольно, если бы вот этим охотникам оставили минус броню и сделали просто сверху еще и дополнительную тычку, потому что, ну, реально бред. Просто гарантированное попадание. Такое ощущение, что в катках 90% эльфов. Ну, я в последнее время уже забываю, когда были эльфы. Так, ну мы цемочку потом продадим. Она не нужна будет. Яйцо. Так, ну, естественно, дизраптора закидываем. Кого ж еще? Ставим синергию цвет. Дизраптор имба, ребят. Ни в коем случае... Ну, в 90% случаев давайте, чтобы дизраптор кастовал свою способность. По огромной области кусок огромного сайленса. Это много. Я, кстати, хочу забрать у импресски 2 предмета. Но, наверное, вот этот вот предмет, который хилит, я оставлю. Хотя, может, забрать его. А, заберу. Тогда у меня просто посильнее будет. И вот тоже момент такой важный. Шапка 2-го тира в легендарной фигуры 2-звездочные не нужны.
Потому что у вас и так все равно максимально не перевоплощаются. Они стоят по 7 монет цены продажи в 2 звезды, поэтому нет смысла. Никакого. Бэмс. А? Кусок сайленс, они просто стоят АФК чилят, а у меня шаманчики перевоплощаются в это время. Ой, как ему сейчас больно будет. Еще и 3-звездочный дизраптор появился. А, вообще песня. Ну-ка, сгрызть его быстренько, сгрызть. Хорошо. Вот самый главный минус в действительности это то, что дублируются предметы. И то, что шаманы очень мало живут. Это самый огромный минус. Да, походу импресску я не найду. Давай хотя бы яйцо. Вообще мне в этой катке грех жаловаться. У меня все отлично. Фу-фу-фу. Нести меня еще могут. Шансы у них есть. Но не у охотника 100%. Я думаю, у эльфа есть шансы. Найдет темпларку в 2 звезды с хорошими предметами, у него есть шанс меня снести. Только, наверное, надо было бы ему убийц ставить. Тогда бы он мне половину шаманов бы сбривал. Так, еще кольцо выпало. Реликвию. Да, ну, реликвию талантов беру, естественно. Чем мне еще брать? Имба? Имба. Тоже считаю, что в действительности реликвия талантов это имба. Куда-то сюда дизраптора вкину. Ну давай же мне уже импресску. Ну, 2 звезды, и все. И разошлись, как в море корабли. Тайдухов 2 звезды. Хана пока апать не буду, не нужен. Не, ну ты глянь на это. Ладно, цемочку убираю, потому что у меня в любом случае остался только один прокастер. Это дизраптор, а в нем мана есть. А все остальные у меня, в принципе, моментально перевоплощаются из-за того, что блинки есть. Так, здорово, охотник. Как твои дела? После прошлого раза отошел? Нет? Ну, если что, помянем тебя. Сколько? Минус 25 маловато, конечно. Конечно, маловато. Вот все. Есть импресска. Но, знаете, я думал, что я тут, возможно, смогу взять хотя бы там 14, но на самом деле ни хрена я не возьму 14. Не возьму. Игра намного быстрее сейчас закончится, нежели 35-й начнется. Я ему уже огромные куски хп отрываю. И вот просто вдумайтесь. Как взять тут 14? Даже 12 ты с горем пополам будешь брать, если против тебя жесткие противники. Серьезно. Кстати, предметы обратно перекидываю в импресску. Потому что импресска у меня и Кири, которые с руки наваливают. Тут тоже такой важный момент, то что даже если ваши шаманы закончатся, у вас будет импресска, которая будет наваливать с руки. Запомните это. Важно оставлять себе Кири и импресску. И если хорошие предметы падают. Это очень важно. Так. Чел на эльфах, у него куча предметов на перерождение, на выживаемость. Но у меня темпларка в 3 звезды появилась, поэтому помянем с МКБшкой. Она, конечно, плотная у него. Вот видите? То, о чем я говорил, что сейчас шаманы у меня уже будут умирать. Из-за того, что время жизни их проходит. Вот прикиньте, у этой темпларки были немного другие предметы. Там Йольнер, масочка, бессмертие, наследие. То у меня бы только моя импресска могла справляться. И то не с такими предметами. Тайдуха идет. Тайдуху на сдачу соберу в 3 звезды. Усик там в 3 звезды. 9 охотников. Опа! Ну, сейчас посмотрим на этот импакт.
Вот типа Мамора до сих пор стоит с БХ. Прикиньте, с какого раунда он пытается ее... Как это? Проапгрейдить. Так, я надеюсь, охотник быстро не сдохнет. Хочу посмотреть, как будут эти охотники работать. Но я уверен, что охотники будут очень плохо работать. Так, у меня тут Энигма. Все, пусик тает на глазах. Минус 26. Сильно. Еще прикольно то, что ты в шамана просто вот так вот закидываешь предметы и перевоплощаешь. Да даже предметы не надо искать. О, темпларка в 2 звезды. А вот это уже серьезный моментик. И, кстати, охотник вынес эльфов. Но там на самом деле охотники это контрпик эльфам должны быть. Потому что 100% попадание, все твои герои попадают, и эльфы, получается, не работают. Но сейчас я хочу, чтобы этот охотник пришел ко мне и показал, как будет работать эта двойная тычка. У меня еще Горн стоит, но Горн, я думаю, не быстро разберутся из-за того, что это все-таки охотники. Им бы кому-нибудь из игроков там собрать Дизраптора какого-то, Тайда, и найти драконий рог, чтобы у меня шаманы в стане, в сайленсе стояли. Ну, Дизраптор такой себе будет, потому что они у меня прыгают с помощью блинка. Так. Ну, как-то тупо работает эта двойная тычка. Ну, у меня слишком сильный стол, чтобы прям рассматривать это. Ладно, потом попробую с ботами создать лобби и посмотреть, как работают эти охотники. Вот чел рапиру нашел. Давай сюда эту рапирку. Интересно, снесу его или нет? 3 хп оставил, окей. Но рапиру не выбил, к сожалению. Ладно. Ну ладно, ничего страшного. Берем 11. Пусть будет. Поставим морков. Плюс 400 хп. Сейчас, если мне упадет МКБ 4 тира, то все. Эльфов вообще можно не бояться. Да, на самом деле на охотниках можно было бы поиграть, если была бы старая Тракса. Сейчас же, конечно, пакт мертвецов убили. На самом деле, раз они убили так пакт мертвецов, им надо его опустить в первый тир. Но почему-то разработчики этого делать не хотят. Но зачем? Бред, конечно. Очищающая сфера, здорово. Рефрешер, не берем, потому что не нужен. Яичку выпало. О, доспех экзорцизма, спасибо. Ну, очищающую сферу закидываем. А больше-то и нечего закинуть. Ну, доспех экзорцизма я закину в тайдуху. Пусть будет. В любом случае, для моих шаманов оно особо не надо. Ну и буду ролиться. Ну, потому что сейчас игра быстрее закончится. Я даже 12 не смогу взять. Тайд. О как. А, давайте тайдуху реально соберем. Импреска. Еще яйцо. Блин, я надеюсь, сейчас они хотя бы один раунд переживут. Я хочу найти тайдуху. Пожалуйста. Нужный шаманчик выпал. Ну, если бы у этой темпларки не БФ была МКБ, то все равно бы ему ничего не помогло. У меня слишком жестко. Давай, сейчас рапирку заберу, в импреску закину, так там вообще будет развал. Тут смотрите, то, о чем я говорил. Хорошо, что у меня есть 2 импрески, как керри. Иначе бы время жизни закончилось бы у моих шаманов, и все. Яйцо. А дай яйцо еще одно, пожалуйста. Одно. Не прошу 2, дай одно. Все. Ну, тайдуха на сдачу. 3 звезды. Кайф. Рапира мне не выпала, кстати. А где моя рапира? У кого моя рапира?
И у тебя рапиры нету. А кому рапира выпала? У него, кстати, до сих пор, если что, БХ находится в уморе 8 из 9. Угу. Классная игра. Я считаю, скилловая максимально. Да не, забей. Но, ребята, в этой игре я проявил максимальный скилл. На 7-м раунде получил легендарную фигуру. Ну и реализовал ее. Ну, блин. Что мне еще сказать по поводу шаманов? Ребята, это стабильная сборка, которая работает. Пользуйтесь. Не слушайте никого. Шаманы — это хорошая сборка, которая работает. Запомните, она работает. Тот, кто вам говорит, что она не работает, тот не умеет на ней играть. Не, на самом деле, эта сборка, если что, она на удачу. Типа в одном раунде ты будешь бок, во втором раунде ты будешь полный. Ну, сами рифмы додумаете. В принципе, все. Реально, по шаманам больше нечего добавить. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор не подписан. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.